Уважаемые друзья, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы открываем новый автодорожный участок дороги Дюртюли-Ачит протяженностью более 275 километров. Он станет важной частью трассы М12 «Восток». С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России. Но и это, конечно, не все. На всем протяжении трассы организовано скоростное, бесшовное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в 2 раза. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными, безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край. Все эти субъекты федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществить комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Безусловно, положительный социально-экономический импульс получат и субъекты, находящиеся в зоне тяготения этой автотрассы. Повысится региональная взаимосвязанность. Теперь, например, можно будет существенно быстрее добраться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы. Отмечу, что в ходе строительства трассы был возведен целый комплекс различных инженерных сооружений, мостов, развязок, путепроводов, удобных и безопасных для всех участников движения. Также обращаю внимание на то, что новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью. Намерены, безусловно, и дальше активно продолжать развитие трассы «Восток». Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Вот именно это я имел в виду в самом начале, когда сказал, что вот запуск этого участка – это еще не все. И, конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности. Трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной конкурентной логистической артерией. Открываемый сегодня участок автодороги, как и вся трасса М12 «Восток», находится в управлении госкомпании «Автодор». Завтра, 17 июля, компании исполнится 16 лет. «Автодор» вносит весомый вклад в развитие скоростных автомобильных магистралей нашей страны. Их протяженность за время работы компании увеличилась более чем в 2,5 раза. Хочу поздравить слаженный коллектив компании с этой замечательной датой и пожелать вам дальнейших успехов, новых свершений и всего самого доброго. И в заключение также благодарю всех рабочих, инженеров, строителей, проектировщиков, которые участвуют в строительстве данной автодороги. Своим ударным, без всякого преувеличения, трудом, ответственным, профессиональным отношением к делу вы еще раз подтверждаете, что наша страна может и умеет строить оперативно, много и качественно, реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы как национального, так и международного значения. Я благодарю вас за все, что вы сделали за это время. Давайте продолжим нашу сегодняшнюю встречу, наше сегодняшнее мероприятие. Слово Марату Шариповичу Хуснуллину. Пожалуйста, Марат Шарипович.
Уважаемый Владимир Владимирович, сегодняшнее открытие дороги ставит еще одну серьезную точку в завершении мощнейшего проекта коридора Запад-Восток. С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2500 километров без единого светофора, освещенные, со связью, с заправками, с возможностью быстро приехать. На этом коридоре у нас находится 1100 опорных пунктов основных, начиная и от крупных агломераций, заканчивая небольшими сельскими пунктами. 14 регионов и 63 миллиона населения живет в зоне тяготения этой трассы. И вот сегодня мы в нормативные сроки запускаем 275 километров. Дорога от Екатеринбурга до Москвы станет на 198 километров короче. Потому что раньше приходилось ездить в объезд, а сейчас мы построили абсолютно новую современную трассу. Хочу отметить, что в целом весь маршрут маршрут России от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, он идет в плановом режиме. Вы утвердили 6-летнюю программу, в которой у нас есть средства, которые мы кроме этой дороги и до Тюмени. И дальше мы продолжаем обходы Тюмени, обходы Екатеринбурга, обходы Новосибирска, еще целого ряда городов в рамках той программы 50 обходов городов, которая утверждена за 6 лет. Дорожники набрали хороший темп, дорожники вовремя сдают все объекты, и иногда даже с опережением. Хочу сказать слова огромной благодарности, Владимир Ильич, в первую очередь вам. Вот за ваше постоянное внимание, несмотря на какие сложности, у нас и объемы финансирования сохранены, есть плановая работа, мы можем планировать свои силы и свои ресурсы. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Это и губернаторы, с которыми мы в штабном режиме занимались еженедельно этим вопросом. Наши энергосетевые компании, Россеть, Газпром, Транснефть, все наши региональные сетевые компании. Огромные слова благодарности, конечно, хотел сказать строителям, которые вот на этом участке просто проявили героический подвиг. У нас сложно здесь были грунты, погода не позволяла строить, но ровно в контрактный срок компания «Автодор» вместе со своим коллективом справилась с этой задачей. Также огромную работу сделала компания «Росавтодор». Мы трассу М7 практически расширили, привели в нормативное состояние. И мы не останавливаемся. Все подъезды к этой трассе М12 «Восток» мы имеем в 6-летнем плане в развитии. И Европа, Западный Китай, и подъезды к Нижнему Новгороду, подъезды к Перми, подъезды, дальнейшее расширение Екатеринбурга, как я сказал. И дальше все дороги, которые подходят к этой трассе, это, как знаете, большая река, куда вливаются и региональные, и федеральные, и муниципальные дороги. И жители на много часов быстрее могут с комфортом добраться из одной точки в другую. Поэтому, Владимир Ильич, огромное спасибо. Я думаю, что со всеми планами, которые вы перед нами поставили, силы и возможность у нас для этого есть. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо большое. Пожалуйста, Петрушенко Вячеслав Петрович, Автодор. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, я хочу выразить вам благодарность от всех строителей за оценку нашего труда, потому что все задачи, которые стоят перед дорожниками, мы выполняем в срок и с тем качеством, которое требует сегодня наша страна. Если говорить об этом объекте, то, знаете, я уже много работаю, строю, но могу сказать, что это был, наверное, один из самых сложных объектов с точки зрения грунтово-геологических, погодно-климатических условий. Но мы справились, и, наверное, самое главное, что проектировщики, строители сегодня совершенно в другом уже измерении живут. Если бы мы строили по старой классической схеме эту дорогу, то она бы была почти что на 50 миллиардов рублей дороже. А мы каждый куб грунта, который здесь был, использовали в дорогу, применяли новые технологии, которые позволили и сократить сроки, и самое главное, сэкономить бюджетные средства. Дороги, которые мы строим, они востребованы. Вот могу сказать, что 1,5 года назад мы сдавали
трассу М12 до Казани, и уже на сегодняшний день проехало более 40 миллионов автомобилистов. И мы уверены, что вот эта дорога, которая имеет ключевое значение в связанности Центральной России с Уралом, с Сибирью, вот эти часы, за которые мы боремся, это каждый час вносит свою лепту в экономику нашей страны. Я хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в строительстве, главам субъектов Российской Федерации. Замечательная дорога получилась в замечательном месте, и строили ее замечательные люди. Владимир Иванович, спасибо за оценку и всех поздравляю. Спасибо. Спасибо. Денис Владимирович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам искренние слова благодарности от всех жителей Свердловской области за внимание к региону и к транспортным проблемам. Вот совсем недавно были приняты решения, которые сегодня мы уже видим эффекты. Недавно открывали дорогу Екатеринбург-Челябинск до 4 полос расширенную, Екатеринбург-Пермь. Сегодня активно строится дорога до 4-полосная до Тюмени, которая в следующем году будет сдана по вашему поручению. Ну а сегодня, конечно, мы имеем возможность открыть новый для себя коридор. Для туризма, как вы абсолютно правильно сказали, для экономики развития. И сегодня мы уже видим, когда вот эти 3 дороги запущены по вашему поручению, мы видим, что рост инвестиций в логистику и транспорт увеличился на 30%. И, конечно же, идет рост создания рабочих мест, связанных с этой инфраструктурой. Поэтому еще раз хочу всем вам, от всех жителей Свердловской области сказать огромные слова благодарности за эти решения и важнейшие моменты, которые давно стояли перед областью, перед страной, чтобы связать регионы и развивалась инфраструктура, туризм и экономика более быстрыми темпами. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Спасибо вам. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Пермский край. Да. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Марат Шикозянович. Открытие трассы М12 является знаковым событием для Пермского края. Проделал огромный объем работ. Только на протяжении 92 километров трассы построено 7 мостов, 13 путепроводов. В стройке было задействовано и участвовало 4800 рабочих, инженеров, 1400 единиц дорожной техники. Среди тех, кто участвовал в строительстве дороги, являются ребята, студенты, которые здесь проходили производственную практику, они вот рядом с нами. Я убежден, что они будущее нашей дорожной отрасли. Я хочу высказать слова благодарности от всех жителей Пермского края за реализацию этого объекта. И хочу пожелать нам всем, чтобы таких дорог в нашей любимой стране становилось как можно больше. Спасибо. Спасибо вам. Так. Пожалуйста, Ради Фаритович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте прежде всего поблагодарить вас за постоянную поддержку нашей республики, за ваше поручение по этой дороге, вообще за эту дорогу. Это действительно беспрецедентные темпы. Вот буквально чуть больше, чем за 2 года, республика получила 205 километров магистрали. Современной, красивой, удобной. Для нас, для жителей Башкортостана, для наших автолюбителей, это сокращение в 1,5 раза дороги для таких городов, как Екатеринбург, Москва, Казань. Это очень безопасные дороги, очень востребованные, очень нужные. Большой, мы ожидаем, грузопоток по этой дороге пойдет. И, конечно, Владимир Владимирович, эта дорога проходит в основном по сельским районам нашей республики. И эта дорога тоже, конечно, будет драйвером развития экономики этих районов. Уважаемый Владимир Владимирович, вот мы работали в слаженной команде, потому что было ваше поручение, чтобы мы оказывали всю поддержку компаниям, которые здесь работают. Это действительно была слаженная работа, и я сегодня хотел поблагодарить Автодор, потому что здесь применялись и современные технологии, и слаженная командная отличная работа была. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз огромное спасибо от имени всех жителей. У нас много планов впереди, и спасибо еще раз за поддержку. Уверен, что все эти планы будут реализованы. Марат Шикзянович, есть еще что добавить? Владимир Ильич, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали.
Отлично. Уважаемые коллеги, я вас еще раз всех... Меня слышите, да? Я вас еще раз всех поздравляю с сегодняшним событием. Впереди много работы. Уверен, что все эти планы будут реализованы. Но вот кроме нашего сегодня торжественного мероприятия, хочу обратиться к министру транспорта, к новому министру транспорта, к Никитину Андрею Сергеевичу. Андрей Сергеевич, я в Магнитогорске сейчас нахожусь, здесь на предприятии, на Магнитке, встречался с рабочими. Они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта. Напомню, что реконструкция должна была бы быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло. Нужно, понимаю, что вы еще входите в курс дела, это понятно, но тем не менее, прошу вас обратить внимание на этот объект, первое. Второе, посмотреть на экспертизу, так? Нужно ее закончить как можно быстрее. Она могла бы быть закончена еще где-то в самом начале года, но это тоже не произошло. Так, затем нужно посмотреть на финансирование. Знаю, что там соответствующие суммы 1,6 или 2,6 миллиарда должны были быть в бюджете. Надо проверить, они там есть или нет. Если нет, то нужно сделать так, чтобы там эти цифры, нужные цифры, появились. И прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы, и сможем ли мы, сможете ли вы, ведомство и соответствующий подрядчик, завершить эту работу в следующем году и когда. Хорошо? Уважаемый Владимир Владимирович, сможем сделать точно, как доложу до конца недели. Всю работу выполним. Договорились. Договорились. Спасибо, жду. Договорились. Все, я жду этого доклада. Спасибо большое. Возвращаясь к сегодняшнему торжественному мероприятию, хочу поздравить всех с этим событием и пожелать дальнейших успехов. Благодарю вас. Всего хорошего.